над которым постоянно издеваются в школе, и дома дела обстоят не лучше, потому что его семья смотрит на него свысока. Но потом его заставили играть в виртуальную реальность, где если игрок умирает в игре, в реальном мире он платит очень высокую цену. И Хироси решил стать сильнее, чтобы отомстить тем, кто смотрит на него свысока. Это Хироси. Сегодня у него была встреча с учителем по профориентации. Это была не первая встреча, и как и раньше, он так и не выбрал свой путь в жизни. Учитель предложил ему снова вступить в легкоатлетический клуб. Судя по словам учителя, в прошлом Хироси пережил что-то, что заставило его бросить спорт. И это продолжается до сих пор, поэтому он не тренируется и не собирается возвращаться. Учитель сочувствовал ему. Затем начал подбадривать его словами, которые не имели никакого отношения к проблеме Хироси. Глядя на стол учителя, Хироси понял, что тот только что прочитал книгу «Как завоевывать друзей» и оказывать влияние на людей и слишком увлекся ею. Встреча по профориентации закончилась, и по дороге домой Хироси посмотрел на школьный двор, где тренировались ученики. Рыжеволосый мальчик увидел его и подбежал. Они были знакомы, и этот друг, как и учитель, посоветовал ему снова начать тренироваться, но Хироси все равно ответил «нет». Рыжеволосый мальчик не мог его заставить, поэтому они попрощались. Что касается Хироси, то, чтобы забыть прошлое, он обратился к играм в виртуальной реальности. Сегодня вышла игра, которую он с нетерпением ждал. Последний квест, часть 22. По дороге в игровой магазин Хироси внезапно столкнулся с двумя уличными хулиганами. Конечно, глядя на глупое выражение лица нашего главного героя, это могло быть только издевательством. К счастью, эти парни пришли за деньгами, хотел того Хироси или нет. Пересчитав деньги, они сказали ему, что если ему когда-нибудь понадобится кого-то избить, он может просто сказать им. Хироси подумал про себя: «Я тоже хочу, чтобы меня избили». Ускользнув от двух уличных хулиганов, Хироси поспешил в игровой магазин в день выхода игры, но когда пришло время платить, он понял, что у него не хватает денег. Вспомнив тех уличных хулиганов, Хироси понял, что по ошибке дал им 10 йен вместо одной. Конечно, без денег он не мог купить игру, поэтому ушел разочарованный. Не зная, что делать, он остановился перед старым игровым магазином под названием Кисараги. Без особой надежды он вошел внутрь, и действительно, как и ожидалось, все игры были выпущены 3 года назад. Хироси подошел к владелице магазина, девушке с большой грудью и длинными белыми волосами, и спросил о недавно вышедшей игре «Последний квест», часть 22. Услышав это, владелица магазина рассмеялась и сказала, что игра вышла уже в 22 частях и до сих пор не закончилась. Она пожаловалась, что, по крайней мере, они должны изменить название, чтобы обмануть новых игроков. Но Хироси интересовало только, есть ли у нее эта игра или нет. Хозяйка магазина продолжала болтать о том, что сначала игра была интересной, но со временем стала скучной, потому что кто будет играть в 20 частей, в основном просто собирая вещи. Хироси стало не по себе, потому что она попала в точку. Действительно, это было весело, когда он был маленьким, но постепенно перестало быть таким. Но он пришел сюда не для того, чтобы слушать, как красивая женщина с большой грудью ругает его, он просто хотел узнать, есть ли у нее эта игра или нет. Если бы она хотела только отругать его, он бы ушел. Но хозяйка магазина остановила его и сказала, что у нее есть игра. Она даже снизила цену до 10 йен, чтобы извиниться за оскорбление. Обрадованный, Хироси сразу же согласился купить ее, но когда деньги были обменены, он понял, что его обманули, это была не та игра, которую он хотел. Хозяйка магазина уже быстро положила деньги в кассу и не собиралась возвращать их. Она настаивала, что эта игра лучше, чем «Последний квест», часть 22. По ее словам, это была полностью захватывающая ролевая игра с полным погружением, которая стремилась к экстремальному реализму. Хироси было все равно, он просто хотел вернуть свои деньги. Однако хозяйка магазина сказала, что игра предназначена для взрослых, что сделало ее еще менее подходящей для него. Но она начала уговаривать и соблазнять Хироси пойти по темному пути, отказавшись от детских игр. Затем хозяйка игрового магазина взяла Хироси за руку и представилась как Риона. Она тоже часто играла в эту игру и сказала, что научит его всему, что ему нужно, своим большим, щедрым сердцем и грудью. Возбужденный Хироси согласился и принес игру домой. Он не только получил игру, но и номер телефона красавицы. Просматривая игру, он обнаружил, что она была выпущена 10 лет назад. Хироси позвонил Рионе, но услышал голос самой женщины, которая сказала, что номер, который он набрал, сейчас недоступен. Разозлившись, он хотел выбросить игру, но понял, что это пустая трата денег. Когда он вернулся домой, уже стемнело. Хироси решил сначала принять ванну, а потом поиграть. Но как только он открыл дверь в ванную, то увидел свою младшую сестру Кейт, быстро извинился и побежал обратно в свою комнату.
Он решил сначала попробовать игру. Он вставил игру в консоль, сел в кресло и начал входить в систему. Войдя в игру, он узнал ее цель – победить короля демонов и спасти мир. Первым заданием было покинуть город и отправиться в город Флора, чтобы получить следующее задание. Хироси оказался в теле обычного жителя деревни. Пейзаж был потрясающим, а ощущения от прикосновений казались невероятно реальными, даже боль была удивительно настоящей. Все еще не придя в себя, вошел НПК и нашел Хироси. Глядя на дизайн персонажа, он не мог поверить, что это игра десятилетней давности. Он проверил меню сохранения и увидел, что оно все еще там. Иначе он бы подумал, что действительно переродился. НПК представилась как Алисия, подруга детства Хироси. Она сказала, что сегодня они вдвоем пойдут собирать яблоки. В этот момент вошел другой НПК и сказал им идти завтракать. Это был старший брат Алисии Мартин. Услышав, что Алисия случайно ударила дверью по голове Хироси и ранила его, Мартин протянул ему яблоко и сказал: «Яблоко в день, и доктор не нужен». Хироси понюхал его. Да, это был запах яблока. Он откусил его, и у него возникло ощущение, что он ест настоящее яблоко. Хироси был в восторге от того, что наткнулся на такой шедевр. Увидев, что Хироси так грубо откусывает яблоко, Алисия разрезала его ножом. Затем Хироси вспомнил о первом задании в игре и спросил у братьев и сестер, как добраться до города Флора. Услышав это название, они оба вздрогнули. Мартин предупредил его, чтобы он не болтал лишнего, обращаясь с ним как с беглецом. Алисия предложила пойти на ферму и поговорить. Но Хироси решил, что они просто перестраховываются, и пошел один. Внезапно Мартин набросился на него и крепко обнял, сказав, что он не должен убегать. Из его объяснений Хироси узнал, что для защиты людей от нападений гоблинов в городе Тита, где они жили, вырыли огромные рвы вокруг города. Горожанам было запрещено покидать город, и никому постороннему не разрешалось входить, кроме специальных посланников. Город также отключил все внешние коммуникации. Хироси все еще не думал, что все так плохо, и даже заявил, что уничтожит этих гоблинов, заставив братьев и сестер смотреть на него так, будто его уже не спасти. Мартин решил показать ему, насколько жесток этот мир. Хироси, все еще думая, что это просто тренировка в начале игры, принял оборонительную стойку, но прежде чем он успел что-то сделать, Мартин ударил его кулаком в лицо. От боли он закричал и выругался. Увидев, что это не помогло Хироси прийти в себя, Мартин ударил его еще несколько раз, из-за чего у него пошла кровь из носа. Мартин, жуя яблоко, раскритиковал его, сказав, что с таким телом он не смог бы даже кролика убить, не говоря уже о гоблине. В этот момент Хироси был в ярости. В реальной жизни над ним издевались и давили, поэтому он обратился к играм, чтобы отвлечься, но здесь его тоже обижали в игре. Не выдержав, Хироси толкнул Мартина на землю, думая, что это просто обычный толчок, но неожиданно нож пронзил горло Мартина, убив его. Алисия была в ужасе от смерти брата и сердито кричала на Хироси. Даже если он утверждал, что это был несчастный случай, мертвый есть мертвый. В панике Хироси решил убежать, что только усилило ярость Алисии. Она гналась за ним, как дикий зверь, заставляя Хироси спасаться бегством несколько дней, пока наконец не потеряла его в переулке. Все еще потрясенный тем, что только что убил человека, он убеждал себя, что это нормально, ведь это всего лишь игра, и если он выйдет из нее и снова зайдет, Мартин будет жив. В этот момент появилась Риона, чтобы помочь ему. Хотя она выглядела красивой, она была невысокого роста. Она объяснила, что она фея, которую игровая компания назначила владельцем магазинов. Она играет роль его проводника, поэтому НПК и монстры в игре не могут ее видеть или слышать, но к тому времени, когда она появилась, было уже слишком поздно. Начальные задания, такие как сбор яблок или встреча с другом детства, были нарушены им. Риона проверила метку на шее Хироси, и там было написано «Убийца друга детства». Потрясенная, Риона поняла, что он выбрал путь прямо в ад, как только вошел в игру. Хироси пытался объяснить, что это был несчастный случай, но она сказала, что так говорят все убийцы в суде. Не желая оставаться с этим титулом, Хироси хотел перезапустить игру, но владелец магазина с сожалением сообщил ему, что в этой игре нет функции перезапуска. Это так похоже на реальную жизнь, что она уже объяснила, что это гиперреалистичная игра. Эта игра автоматически сохраняет прогресс, поэтому, даже если Хироси сейчас выйдет из нее, в следующий раз, когда он войдет, он начнет именно с того места, на котором остановился. То есть будет носить титул убийцы друга детства до конца игры. Риона также посоветовала ему не вмешиваться в аппаратное обеспечение, потому что игра сохраняет данные прямо на нем, если он что-то изменит. Ему придется купить новую VR-консоль, которая стоит 900 йен. Только сумасшедший может это сделать.
Риона сказала, что он может купить консоль в ее магазине по низкой цене в 1,2. Такая продажа за 0 йен быстро сделает ее богатой. Хироси сердито потребовал вернуть деньги, но, конечно, она отказалась. В ее магазине было четкое предупреждение об освобождении от полной ответственности. Когда Хироси пригрозил подать в суд, Риона не испугалась, у нее было больше времени и денег, чем у какого-то старшеклассника. Она посоветовала ему смириться и играть. Риона представила игру как Ultimate Quest, сокращенно УМ, полностью интерактивную ролевую игру, выпущенную ограниченным тиражом в Японии 10 лет назад. На нее давно истек срок гарантии, и она считается одной из самых непопулярных игр в истории. Но все же было несколько игроков, хоть и редких. Среди них был один по имени Дзензи, который тоже убил своего друга детства в начале игры 10 лет назад. Риона предложила Хироси обратиться к нему за советом. Затем Риона попросила Хироси проверить его сумку с предметами, в которой было 30 золотых монет. Она посоветовала ему купить несколько новых нарядов для маскировки, так как новость о смерти Мартина уже распространилась, и теперь он в розыске. Они зашли в ателье, и Хироси выбрал рубашку за 15 золотых монет. Владелец магазина сразу узнал Хироси, но, будучи торговцем, не стал сообщать о нем. Правда, он не сообщил о нем, но поднял цену на рубашку до 25 золотых монет, вынудив Хироси купить ее. Давая понять, что будет, если он этого не сделает. Как и в реальной жизни, его сразу же начали эксплуатировать. Не желая, чтобы с ним так обращались всю игру, Хироси решил найти Дзензи. По словам Рионы, последние 10 лет он жил в казино. Они начали его искать. Этот город был довольно большим, так как был отрезан от внешнего мира. Здесь была создана самодостаточная модель, что было нормально. Любой, кто покинет город без разрешения, будет убит. Вот почему никто не осмеливался бунтовать. Риона добавила, что если Хироси хочет покинуть город, ему нужно встретиться с Дзензи. Они направились в развлекательный район, чтобы найти его. Но вместо Дзензи его первой нашла Алисия. Даже в его маскировке он мог обмануть только обычных людей, будучи его другом детства. Ей было нетрудно узнать его. Риона объяснила, что НПК в этой игре интегрированы с искусственным интеллектом, что делает их полностью автономными, свободными и такими же проницательными, как люди. Хироси снова настаивал, что он не делал этого специально, и что удивительно, Алисия приняла это объяснение. Она даже извинилась за то, что вышла из себя и накричала на него раньше. Сказала, что теперь все обдумала и очень его любит. Хироси вздохнул с облегчением, думая, что все уладилось, но поскольку она так сильно его любила, она убьет его и четверых, чтобы все трое могли воссоединиться в загробной жизни. Она достала нож, которым убила Мартина, и поклялась, что разрежет Хироси так же, как чистит яблоки. Риона предупредила его, чтобы он был осторожен. Алисия была очень сильной, и большинство новичков выбирали ее в качестве компаньона. Поскольку она не видела Риону, Алисия решила, что Хироси молится Богу, поэтому она просто быстрее отправит его в путь. Столкнувшись со смертельной опасностью, Хироси снова решил бежать. Риона посоветовала ему бежать зигзагом, чтобы скрыться от Алисии. К полудню Хироси спрятался в деревянной хижине в лесу. Чувство усталости было точно таким же, как в реальном мире. Его титул также изменился на «Быстрый друг-убийца». Уставший, Хироси хотел сделать перерыв, чтобы отдохнуть и завтра пойти в школу. Риона пыталась убедить его продолжать, но он не мог. Однако, когда Хироси попытался открыть меню, оно не сработало. Риона поняла, что ему нужно закончить битву, прежде чем игру можно будет сохранить. В этот момент Алисия набросилась на него и полоснула по руке. Когда она снова напала, Риона ударила ее в глаз, временно ослепив и позволив Хироси убежать. Алисия кричала, что найдет его, даже если он убежит на край света. Убегая, Хироси смог выйти из игры. Он тяжело дышал и смотрел на свою руку, удивляясь, как давно он так не бегал. На следующий день Хироси разбудила сообщение от Рионы, которая приглашала его снова поиграть в игру после школы. В школе Хироси рассказал своему другу Мори о своем опыте. Они оба посмеялись над этой игрой и вместе посмеялись. Мори не хотел критиковать увлечение Хироси играми, но посоветовал ему разобраться с этими парнями. Если Хироси продолжит играть, они будут продолжать смотреть на него свысока. Хироси было на них наплевать. В тот день Хироси пришел домой уставший и лег на кровать. Он подумал о словах Мори. В этот момент в дверь постучали. Это была его младшая сестра Кита. Она сказала ему, чтобы он перестал играть в игры, потому что он кричал всю ночь и не давал всем спать. Она также посоветовала ему снова начать бегать, а не тратить время на бесполезные игры. Хироси просто отмахнулся от нее, ничего не ответив.
После этого он снова зашел в игру в тот момент, когда все еще бежал и его рука кровоточила. Сначала ему нужно было обработать рану. Хироси проверил свой инвентарь и нашел какие-то травы, но не мог понять, как превратить их в лекарства. Он просто продолжал тыкать в листья, надеясь, что что-нибудь получится. В этот момент подошел пьяный мужчина. Похоже, он был игроком, потому что знал, что такое НПК. Так Хироси понял, что это был Дзензи. Хироси быстро представился и попросил о помощи. Дзензи вздохнул при виде новичка, но все же использовал травы, чтобы залечить рану Хироси. Когда лечение было закончено, они вдвоем пошли в казино, чтобы поговорить. Дзензи предложил ему пиво, но Хироси отказался, потому что был несовершеннолетним. Дзензи сказал, что это кола. Хироси попробовал, и это действительно была кола, но Дзензи все равно был пьян. Затем Хироси рассказал о своей проблеме с убийством лучшего друга. Дзензи рассмеялся и начал с кем-то разговаривать. Хироси оглянулся на стол и увидел, что там было 4 места, что вызвало у него подозрение. Он спросил Дзензи, почему тот убил своего лучшего друга. Дзензи сказал, что это было безрассудство молодости, потому что его друг сказал несколько вещей, которые его разозлили, и он его убил. Он даже убил свою возлюбленную детства. Хироси был потрясен тем, как Дзензи мог это сделать. Дзензи объяснил, что игровое тело было создано по образцу реального мира. Это была очень интерактивная игра, и если ты не был сильным или сообразительным, ты бы никогда ее не прошел. За последние 10 лет только одному человеку удалось пройти ее, невероятно сильному человеку в образе старшеклассника, который прошел игру без особых усилий. Его звали Ками, и у него был титул непревзойденного искателя приключений. У самого Дзензи был титул «Бесчеловечный». Хироси спросил, что ему делать дальше. Внезапно Дзензи сорвал с Хироси плащ и крикнул всем, что убийца друзей здесь. Он сказал Хироси, что во время допроса нужно блефовать, может быть, ему удастся избежать наказания. Каким-то образом, вопреки логике, охранники тут же окружили Хироси. Он попытался убежать, но Дзензи схватил его и вырубил удушающим приемом. Дзензи был удивлен, что несмотря на то, что Хироси казался таким слабым, ему все равно потребовалось немало сил, чтобы вырубить его. Когда Хироси очнулся, солдаты уже окружили и схватили его. Оказалось, что Дзензи сдал его, чтобы получить деньги на выпивку. Дзензи сказал ему просто отрицать, что он кого-то убил, иначе его отправят на каторгу. Сам Дзензи провел в тюрьме 13 лет, так что он знал об этом все. Затем Хироси вывели на улицу, чтобы горожане могли его увидеть, и они бросали в него камни и издевались над ним. Солдаты, сопровождавшие его, тоже пострадали, поэтому они прогнали толпу. Хироси упал в обморок, он никогда в жизни не чувствовал себя таким униженным. Внезапно он вспомнил, как богиня в начале игры сказала, что он герой, которому суждено спасти мир. Воспользовавшись этим как оправданием, Хироси обрел уверенность и предупредил охранника, что если они его не отпустят, им придется отвечать за последствия. Хироси заявил, что однажды кто-нибудь придет и попросит его спасти мир. Охранник тут же заткнул его. Он столько раз слышал эту фразу, что у него уши кровоточили. Каждый вор или грабитель, которого он ловил, говорил то же самое. Ему это надоело. Тем более, что он работал сверхурочно без дополнительной оплаты. Хироси продолжал объяснять, но тут он заметил силуэт Алисии на крыше в лунном свете. Она все еще держала в руках нож для чистки яблок. Один глаз был залит кровью после удара Рионы. Но вместо того, чтобы напасть на него, она в панике убежала. Хироси умолял охранника немедленно бросить его в тюрьму. Затем его бросили в каменную камеру и пошли готовиться к допросу. Хироси хотел поставить игру на паузу, но это было невозможно, так как сюжетная линия все еще продолжалась. С усталым вздохом он решил подождать. Через 30 минут он снова попытался выйти из игры, но это все равно не сработало. После еще нескольких попыток он начал сходить с ума, так громко крича, что быстро проголодался и был вынужден замолчать. От голода его дискомфорт сменился желанием сходить в туалет. Хироси решил воспользоваться туалетом неподалеку, но как только он собрался спустить штаны, перед ним появился призрак Мартина. Испугавшись, Хироси упал навзничь. К счастью, он не обмочился. Мартин продолжал ругаться и плеваться кровью в Хироси за то, что тот его убил. Хироси защищался, говоря, что это Мартин ел яблоко с ножом. Откуда ему было знать? Мартин задумался и признал, что Хироси был прав. Это была отчасти его вина. Затем он вспомнил об обещании, которое они дали друг другу раньше. Он потребовал, чтобы Хироси повторил его, но Хироси понятия не имел, о чем он говорит. Они были друзьями уже давно, но Хироси начал играть совсем недавно. Мартин наконец понял и сказал, что будет преследовать Хироси, пока тот не вспомнит. Это напомнило Хироси о Дзензи, который часто разговаривал сам с собой. Может быть, он разговаривал с 2 людьми, которых убил. Затем Мартин вцепился в Хироси и продолжал плеваться кровью, сетуя, что хотел бы прожить дольше. Испугавшись, Хироси позвал на помощь. После нескольких криков наконец откликнулась девушка. Рыжеволосая девушка. Не было никаких сомнений, что такая маленькая девочка могла работать в тюрьме.
Она освободила Хироси и повела его куда-то. По дороге она представилась как Майс Риса, и Риса отвела его в комнату с кроватью и какими-то инструментами. Хироси был в замешательстве, но затем Риса злобно улыбнулась и спросила, готов ли он. Внезапно появился ярко-красный предупреждающий экран, спрашивающий Хироси, готов ли он к интенсивной стимуляции. Покраснев и тяжело дыша, Хироси подумал, что это должно быть то самое взрослое событие, о котором говорила Риона. В нем боролись две силы. Одна была чистой и хотела нажать «отменить», другая была возбуждена и хотела нажать «да, хочу». Риса уложила Хироси на кровать и велела ему закрыть глаза. В кромешной тьме Хироси отчетливо услышал звук снимаемой одежды. Он был в восторге, думая, что вот-вот испытает блаженство. Затем раздался металлический звон инструментов. Открыв глаза, он увидел, что связан, а Риса обращается к нему в костюме для БДСМ. Да, она была тюремным следователем. Она сказала, что будет играть с ним. Раньше она слышала, как он говорил, что его преследует призрак, поэтому она будет бить его, пока призрак не исчезнет. Если он не выдержит и признается, его казнят. Если он выдержит, смерть Мартина будет приписана демону, а Хироси будет освобожден. Она начала с того, что пилила его ногу, заставляя Хироси кричать от ужаса, и чем больше он кричал, тем больше возбуждалась Риса. Как раз в этот момент, в ответ на его предыдущие крики о помощи, пришла Риона. Она смотрела фильм и забыла об их игровой сессии. Хироси умолял ее освободить его, но цепи были слишком прочными, поэтому она могла только подбадривать его, чтобы он выдержал. Когда пила слегка впилась в его бедро, пошла кровь, и Хироси был в агонии, потому что ощущения были такими реальными. В отчаянии он решил обмочиться. Это только возбудило Ризу Мур, и она собиралась разрезать его на куски, чтобы он обмочился еще больше. Совершенно отчаявшись, Хироси перестал сопротивляться и позволил ей делать все, что она захочет. Как раз в тот момент, когда пила должна была опуститься, вошел охранник и отменил сеанс пыток. Причина не была названа, кроме того, что это приказал капитан Тесла. А титул Хироси был изменен на друг, убивающий быстро бегающего и обмочившегося, и Риона была счастлива, что он чудом избежал смерти. Но сам он больше не чувствовал себя счастливым. Он вышел из игры и поклялся никогда больше в нее не играть. Проснувшись, Хироси сразу же проверил свои штаны, не намочил ли он их. К счастью, нет. И он пообещал себе больше никогда к ней не прикасаться. Однажды, когда проводились районные соревнования, Хироси решил снова принять в них участие. Хотя его давно не было, все еще находились люди, которые его узнавали. В средней школе его считали монстром в легкой атлетике. Его младшая сестра тоже пришла поболеть за него. Чуть позже пришел Мори, чтобы подбодрить его. Его друг сказал, что на этот раз им стоит обратить внимание на рыжеволосого парня, который тоже очень хорош. Кроме того, здесь было много скаутов, которые наблюдали за ними. Это были первые соревнования на уровне старшей школы, за ними следили классификаторы и межшкольные организации. Это можно было считать важным событием. Хироси немного нервничал, поэтому пошел в туалет, чтобы успокоиться. Неожиданно он встретил иностранца. Хироси сразу узнал в нем известного спортсмена. Майк, известный как король второго места, после ухода из спорта стал репортером. Он пришел сюда, потому что слышал о невероятном достижении Хироси в установлении рекорда округа по бегу на короткие дистанции. Сегодня здесь было много талантливых команд, но Майк возлагал на него самые большие надежды. Услышав это, Хироси приободрился, но, увлекшись разговором с Майком, совсем забыл сходить в туалет и вышел на соревнования, хотя ему все еще нужно было в туалет. Перед стартом они с рыжеволосым обменялись несколькими провокационными фразами. Когда прозвучал стартовый выстрел, Хироси медленно начал бежать. Однако он успокоился и ускорился, обгоняя одного за другим. Когда он уже почти догнал рыжеволосого, он споткнулся и упал. Позволив другому парню победить, Хироси не смог сдержаться и обмочился. И это видели все присутствующие. Честно говоря, в тот момент я бы предпочел жить на горе. Даже обезьяны признали бы меня своим вожаком в мужском туалете. Хироси стирал штаны, желая умереть. Выстирав их, он выбросил их прямо в мусорное ведро. Когда он вышел, Кита утешила его, но он не воспринял ее слова как утешение. Он сердито прогнал ее, задев ее чувства. Когда Кита убежала, подошел Майк. Он оценил выступление Хироси как ужасное. Хироси попытался объяснить, но Майк только подумал, что он еще хуже. Майк сказал, что самое главное для спортсмена – это дух. Неспособность выступать под давлением – это фатальный недостаток. Но, по его мнению, помимо проблем с бегом у Хироси было много других проблем. Глядя на его лицо, казалось, что он до сих пор этого не понял. Поэтому Майк сказал ему одну вещь. «Загляни внутрь и смени штаны». Эта фраза ничего не значила и только еще больше расстроила Хироси. Вернувшись в настоящее, Хироси проснулся, решив бросить игру. Во время завтрака Кита сказала, что ее брату лучше не играть допоздна, чтобы не мешать другим. Хироси сказал, что она тоже шумит, когда приводит друзей. Они начали спорить, и их мать вмешалась, чтобы помирить их. Кита обвинила игру в том, что из-за нее ее брат стал таким.
Тогда Хироси заявил, что бросил игру, удивив Киту. Но потом она разочаровалась. Она подумала, что ее брат бросил игру, потому что он слишком слаб. Что бы он ни делал, он всегда сдавался на полпути. Например, когда он начал заниматься легкой атлетикой, потом бросил, чтобы играть в игры, а теперь бросает игры. Она назвала своего брата жалким и ушла в школу. Мать Хироси сказала, что Кита просто хочет, чтобы он был таким же крутым, как раньше, потому что она всегда рассказывала своим друзьям, какой он замечательный. Хироси, как обычно, пошел в школу, и два уличных хулигана снова пришли вымогать деньги за защиту. Он слишком устал, чтобы сопротивляться, поэтому отдал деньги и ушел. Когда пришел Мори, он проигнорировал его. После школы он встретил своего учителя, который спросил о его планах на будущее. Он сказал, что еще не знает, и попросил учителя подождать. Когда он вышел на улицу, ему позвонила Риона. Она звонила ему много раз и хотела встретиться в игровом магазине. По совпадению, он тоже собирался туда пойти. Придя туда, он хотел продать игру. Она пыталась сменить тему, но он был полон решимости продать ее. Она спросила, почему, разве это не очевидно? От убийства людей до того, чтобы стать преступником, потом заключенным и чуть не погибнуть. Риона снова рассмеялась, и Хироси разозлился, что она единственная, кому это нравится, а ему нет. Если она не купит игру обратно, он просто продаст ее в другом месте. Но она посоветовала ему этого не делать, если он хочет вернуть свои деньги. У нее были свои причины, и она не могла рассказать ему правду об этой игре. Риона позвала его сюда, чтобы кое-что показать, и упомянула игрока по имени Камуи, о котором Хироси уже слышал от Зензи. Риона объяснила, что Камуи самый молодой член городского совета Токио и очень опытный игрок в эту игру. Она показала Хироси отрывок из интервью, в котором Камуи сказал, что игра сильно повлияла на его жизнь и что он единственный, кто когда-либо прошел ее. Она хотела, чтобы Хироси сам прошел игру, это все равно лучше, чем бросить ее совсем. Кроме того, она нашла руководство по прохождению игры, написанное самим Камуи. Хироси удивился, почему, если руководство существует, никто больше не прошел игру. Риона объяснила, что Камуи написал его, когда был еще студентом, и тогда у всех было высокое самомнение. Его стиль письма был таким высокомерным и полным оскорблений, что никто не мог дочитать его до конца. Конечно же, всего через несколько строк Камуи уже оскорблял Хироси, называя его жалким за то, что он вообще искал руководство. Стиснув зубы, Хироси продолжал читать. Камуи советовал новичкам сосредоточиться на физической подготовке, прежде чем делать 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 прыжков, и пробегать 10 километров каждый день, пока не выпадут все волосы. Подумав, что это смешно, Хироси пробежал глазами дальше в поисках более полезных советов. Он нашел раздел «Мой друг детства хочет меня убить». Совет Камуи. Если вы запустили эту ветку событий, просто умрите 4 раза и покончите с этим. Тем не менее, он упомянул один внутриигровой трюк. Если вы не можете победить в бою, то победите без боя. Просто найдите слабое место противника и используйте его. Хироси это не убедило. Далее был раздел «Призрак вашего лучшего друга». Камуи сказал, что нужно просто позволить призраку следовать за вами. Затем был раздел об оружии, где Камуи указал на спрятанный меч в углу стартовой комнаты. Он также посоветовал покупать дополнительные предметы. Естественно, Камуи закончил свое руководство очередным потоком оскорблений в адрес всей семьи Хироси. Сдерживая гнев, Хироси хотел что-то сказать, но вдруг Риона обняла его сзади и прошептала на ухо. Если бы кто-то, кроме Камуи, смог пройти эту игру, она бы очень хотела выйти за него замуж, и ей нужно было больше, чем просто брак. Даже с остальными нервами Хироси растерялся и оттолкнул ее. Но, увидев ее щенячьи глаза, полные отчаянной надежды, он заколебался и в конце концов согласился продолжить игру. Он снова зашел в игру, прямо с того места, где остановился. Солдат поторопил его и подтолкнул мечом, чтобы он не попал под брызги. Риона, все еще взволнованная, хотела устроить еще одну встречу, но Хироси категорически отказался. Она даже призналась, что хочет оставить себе мокрое одеяло, которое он намочил, чтобы сохранить его запах. Выйдя из камеры пыток, Хироси прошел по подземному коридору, по которому заключенных выводили наружу. Впереди было большое поместье, которое солдат назвал дворцом королевы, правительницы закрытого города. Нынешней жительницей и той, кто помог Хироси сбежать, была командир королевской гвардии, Тесла. Внутри Тесла вежливо отодвинула для него стул, хотя и принюхалась, уловив слабый запах мочи. Она объяснила, почему Хироси пощадили. Сестра Мартина, Алисия, убила его якобы фруктовым ножом. Но, осмотрев место преступления, Тесла нашла только меч, которым мог воспользоваться Хироси. По ее опыту, чтобы перерезать кому-то горло маленьким ножом, нужны профессиональные навыки, поэтому она решила, что смерть была случайной. Таким образом, Хироси был невиновен.
Обрадовавшись, что наконец-то встретил кого-то здравомыслящего в этой дурацкой игре, Хироси принял предложение Теслы пообедать. Командир также предупредила его, чтобы он был осторожен с Алисией. Даже узнав правду, она не отпустит его так просто. Тесла сказала, что он может обращаться к ней за помощью в любое время. Хироси поблагодарил ее. Наконец-то он обрел свободу после нескольких месяцев скитаний, и первое, что ему нужно было сделать, это вернуться домой и забрать свой меч. Риона сказала, что поскольку его деревня находится на окраине, им понадобится несколько дней, чтобы добраться туда. Однако, несмотря на то, что его невиновность была доказана, жители деревни не поверили ему, или, может быть, они все утро собирали камни, чтобы бросить их в преступника, и выбрали Хироси своей мишенью. Ему пришлось спасаться бегством. Когда у них закончились камни, они схватили молотки и лопаты, чтобы выследить его, как зомби с низким уровнем здоровья в шутере. Риона заметила, что это очень похоже на реальную жизнь. Даже если кого-то оправдают, всегда найдутся люди, которые не поверят правде. Они верят только в то, во что хотят верить. Теперь, если Хироси захочет вернуться в свою деревню, ему придется перейти через мост, но его охраняют. Риона предложила купить что-нибудь, пока жители деревни не сдадутся. В конце концов, ему нужно подготовиться к встрече с Алисией. К сожалению, у Хироси осталось всего несколько монет, которых не хватило бы на покупку. Он спросил Риону, как заработать деньги в игре. Риона ответила, что это как в реальной жизни, он может работать, брать деньги в долг или жить, ничего не делая, воруя. Например, он мог бы ограбить ту пожилую пару. Конечно, у него не было желания снова попасть в тюрьму, поэтому он решил работать. Затем Риона отвела Хироси в бюро по трудоустройству, в обшарпанное, убогое место. Почему? Потому что жители деревни все еще не любили его, несмотря на доказанную невиновность. Поэтому он не мог найти легальную работу, а в этом бюро предлагали только нелегальную. Внутри он встретил пожилую женщину, которая сразу же назвала его убийцей вместо имени. Даже если бы он объяснил, ему бы никто не поверил. Тем не менее, у начальницы было для него задание – работать на шахте за 20 монет в месяц. Это звучало разумно. Но Хироси планировал купить только несколько дымовых шашек, чтобы сразиться с Алисией, а Риона сказала, что они стоят всего 200 монет каждая. Поэтому Хироси спросил, есть ли какая-нибудь работа с почасовой оплатой. У женщины была такая работа. Нужно было выполнять просьбы человека по имени Бен, и ему платили 100 монет в час. Это звучало легко, пока она не объяснила, что Бен – мужчина средних лет с мазохистскими наклонностями, и Хироси должен будет хлестать его кожаным ремнем по его просьбе. Естественно, Хироси счел это неприемлемым и отказался. Когда он попросил другую работу, женщина разозлилась. Здесь было полно людей, отчаянно ищущих работу, а он еще и привередничает. Она выгнала его. Риона разочаровалась в Хироси. Он не стал бы воровать, а когда попытался работать, у него ничего не получилось. Оставался только один вариант заработка – взять в долг. И им придется занять у другого игрока. Риона отвела Хироси в казино, чтобы снова встретиться с Дензи. Будучи игроком, Дензи тоже мог видеть Риону, и они поздоровались, так как уже были знакомы. Пока Риона старалась поддерживать дружеские отношения, Хироси все еще злился на Дензи за то, что тот его сдал. Но Дзинзи сказал, что Хироси должен быть благодарен ему. Иначе с него бы не сняли обвинения. Это взбесило Хироси. Риона попыталась успокоить его и попросила Дзинзи одолжить Хироси немного денег. Но он отказался и даже велел Хироси убираться, чтобы он не нагадил там. Доведенный до предела, Хироси решил напасть. Он бросился на Дзинзи и повалил его на землю. Когда он уже собирался ударить его кулаком в лицо, Дзинзи перехватил его руку и прижал к земле, доставая кастет и целясь в него. Хироси увернулся и схватил Дзинзи за волосы. Дзинзи в ответ ущипнул Хироси за бок. В конце концов, Хироси оказался сильнее и прижал его к земле. Но когда он уже собирался прикончить его, снова появился дух Мартина, который сказал, что он собирается кого-то убить. В панике Хироси убежал в угол комнаты, испуганно указывая на пустое место. Дзинзи посочувствовал ему. Он тоже часто видел призраков двух людей, которых убил. Они появлялись на несколько секунд, а иногда и на целый час, прежде чем исчезнуть. Пока он говорил, они снова появились. Увидев, как Дзинзи разговаривает сам с собой, Риона поняла, что он все еще сожалеет об убийстве своих друзей, поэтому продолжает играть в эту игру. Хироси почему-то понял это и извинился перед Дзинзи. Дзинзи больше не злился на него, ведь благодаря Хироси он немного размялся после долгих лет бездействия. Затем он согласился одолжить Хироси деньги. На улице Риона спросила Хироси, каково это – победить более сильного противника. Но прежде чем он успел ответить, его значок снова изменился,
Теперь на нем было написано, что он убил своего лучшего друга, быстро бегает, писает и грабит стариков. Затем они пошли покупать дымовые шашки. Хироси зашел в магазин и встретил хозяйку Мелису. Поскольку Дзиндзи одолжил им всего 600 монет, Хироси купил 2 дымовые шашки и оставил 200 монет на всякий случай. Однако хозяйка магазина потребовала доплату. Хотя с него сняли обвинения, его плохая репутация все еще оставалась, поэтому она взяла 600 монет за 2 шашки. Посчитав это несправедливым, Хироси попытался уйти, но его остановила охрана и заставила купить их. Разозлившись из-за того, что с него дважды взяли больше, Хироси понял, что кроме Теслы, все остальные НПК здесь такие же дрянные, как и остальные. После нескольких дней скитаний Хироси наконец вернулся туда, откуда все началось. Он осторожно открыл дверь, чтобы проверить. Внутри было тихо и жутко холодно. На полу все еще была свежая кровь Мартина. Оглядевшись, Хироси заметил свой меч в углу комнаты. Казалось, что ничего не произойдет, и он мог просто взять его и уйти, но нет. Из тени вышла Алисия. Она знала, что он вернется за ним, и ждала его. Хироси поспешил использовать дымовую шашку, чтобы сбежать, но у него не было зажигалки, чтобы ее поджечь. Риона напомнила ему, что в следующий раз нужно купить зажигалку, но следующего раза может и не быть, потому что Алисия бросилась на него с ножом для фруктов. В этот момент кто-то ворвался в окно, чтобы спасти его. Хироси подумал, что это командир Тесла, но это была Риса, которая пришла спасти своего маленького друга. Риса заявила, что действия Алисии расцениваются как умышленное нападение, и поскольку Тесла снял с Хироси обвинение, если Алисия продолжит игнорировать это, ее арестуют. Хироси спросил, откуда Риса узнала, что он здесь, и она призналась, что следила за ним, выслеживая по запаху. Удивленная тем, что запах все еще был, Риона объяснила, что это потому, что он не переодевался с тех пор, как вошел в игру, поэтому запах мочи все еще был сильным. Она также предложила Хироси пригласить Рису на вечеринку, потому что она сильная и сможет защитить его позже. Пока он обдумывал это, Алисия напала сзади. Риса схватила его за рубашку и оттащила в сторону. Алисия хотела только одного — казнить Хироси, и не обращала внимания на то, что с него сняли обвинения. Любой, кто встанет у нее на пути, будет убит. Алисия бросилась на него с кинжалом, но Риса заблокировала удар и оттолкнула ее, а затем нанесла рубящий удар. Когда пыль рассеялась, Алисия исчезла. Пока все были в замешательстве, Риона заметила ее на потолке. Хироси запаниковал. Что это за реалистичная игра? Он воспользовался шансом схватить нож, который уронила Алисия, и выбросил его на улицу, чтобы она осталась безоружной, но она тут же достала еще 2 ножа для убедительности. Риса перешла в серьезный режим, и поскольку Хироси был под защитой, он понял, что может пригласить ее на вечеринку. Однако Риса раскрыла правду. Она пришла не для того, чтобы защитить Хироси, а чтобы монополизировать его, а затем пытать, пока он снова не обмочится. Хироси был в ужасе, она ничем не отличалась от Алисии, и эти 2 сумасшедшие сцепились из-за него. Хотя Риса была сильнее, ее скорость атаки была низкой. А ловкость Алисии позволяла ей уклоняться и заставлять Рису защищаться. Затем, в ту долю секунды, когда Алисия нанесла удар, Риса парировала, выбив оба ножа для фруктов. Не дав противнику шанса среагировать. Риса приготовилась прикончить Алисию еще одним ударом, но Алисия напомнила ей, что, хотя Риса сильная, она не быстрая. И ударила ее ногой в живот, а затем еще раз, вырубив ее. Алисия решила, что разберется с Рисой позже, а сначала прикончит Хироси. Риона бросилась к нему, чтобы дать Хироси время сбежать, но Алисия усвоила урок прошлого раза. У него была фея-помощница, и она надела защитные очки. Вспомнив совет Камуи, когда Алисия бросилась на него, Хироси прицелился в ее грудь, где у всех девушек слабое место. Он думал, что она отреагирует, как обычно, но нет, она привыкла к таким уловкам. Вместо этого она ударила его ногой в пах, поставив на колени, и пообещала ему мучительную смерть. Хироси думал, что на этом игра закончится, но тут появился дух Мартина, чтобы не помочь, а сказать сестре, чтобы она убила Хироси быстрее. В момент опасности Хироси попытался вспомнить, что ненавидит Алисия, и понял, что это он. Хироси решил признаться в своих чувствах. Он признался Алисии, когда ее нож был у его лица. Это неожиданное признание заставило Алисию замешкаться. Поняв, что это сработало, Хироси продолжал говорить ей кокетливые слова. Но Алисия не могла смириться с этим после смерти брата. Хотя он сказал, что это был несчастный случай, это все равно была смерть человека, и этим человеком был ее любимый брат. Все произошло из-за того, что он хотел уехать из этого города. Она тоже любила его, но теперь ничего нельзя было вернуть. Слезы катились по ее щекам, когда она с обидой спросила, почему он сбежал. Сказав это, Алисия убежала из этого места, словно спасаясь от реальности. Хотя он избежал смерти, слова Алисии заставили его понять, что он все это время ошибался.
Он думал, что это просто игра. У него не было воспоминаний о прошлом с Алисией и ее братом, но для нее он был близким другом. Его самым большим грехом было убийство Мартина и решение сбежать вместо того, чтобы остаться и попытаться спасти его. Он понял, каким глупым был. В этот момент Риса тоже очнулась. Хироси поблагодарил ее за помощь, но она вежливо сказала, что если он действительно благодарен, то должен отдать ей один из своих пальцев. Услышав это, Хироси больше не чувствовал благодарности и прогнал ее. После этого он забрал свой меч, немного подумал и решил куда-нибудь пойти, сказав Рионе ждать его здесь. Затем он вспомнил, как Мартин говорил, что у них есть обещание у подножия дерева возле деревни. Когда он пришел, это было огромное древнее дерево. Затем появился Мартин, и старший брат спросил Хироси, готов ли он умереть. Хироси улыбнулся и сказал, что нет, потому что у него еще есть дела. Вспомнив совет Камуи, если не можешь прогнать дух, то сопровождай его. Хироси пригласил Мартина отправиться с ним в приключения. Они пожали друг другу руки, и Хироси вернулся в прошлое, когда они втроем были неразлучны как тени. Наконец Хироси вспомнил обещание, которое они дали тогда, что всегда будут друзьями. С этим обещанием он вернулся в настоящее, а Мартин вернулся в свой обычный, неугрожающий вид. Он был рад, что Хироси вспомнил обещание, что они всегда будут друзьями, и тогда у Мартина больше не было привязанности к миру смертных. Он поблагодарил Хироси и исчез. Хотя это была игра, Хироси все равно чувствовал себя немного сентиментальным. Риона последовала за ним и все видела. Она утешила его, сказав, что теперь осталась только Алисия, но с этим можно разобраться постепенно. Сначала им нужно починить ржавый меч и купить новые штаны вместо вонючих испачканных. Кроме того, титул Хироси обновился. Теперь он был величайшим убийцей лучшего друга, быстрым бегуном, писающим в постель и грабителем стариков. Внезапно по всей округе раздался звон колокола. Хироси побежал посмотреть, что происходит, и увидел, что город охвачен пламенем. Риона удивилась, потому что никогда раньше не сталкивалась с этим в игре. Хироси побежал в город, чтобы проверить, и все были в панике, бегали повсюду. Он пытался спросить, что происходит, но никто не слушал, они просто продолжали бежать. Риона сказала, что игра точно повторяет реальность. Люди в первую очередь заботятся о себе, и у них нет времени остановиться и объяснить. Она предложила ему спросить кузнеца, пока он чинит меч. От кузнеца он узнал, что на них напали гоблины. Хироси был озадачен, спрашивая, разве город не защищен рвом. Кузнец сказал, что да, но из-за сильнейшей за последние 500 лет засухи он высох, и гоблины воспользовались ситуацией, чтобы напасть. Увидев в этом шанс проявить себя, Хироси попросил кузнеца починить меч, чтобы он мог сражаться с монстрами. Но кузнец был слишком занят бегством и сказал Хироси, чтобы тот сам его выковал. Не имея другого выбора, ему пришлось самому заточить меч. Пока он точил, снаружи послышались крики о помощи. Хироси был раздражен, потому что это занимало слишком много времени, но Риона напомнила ему, что, возможно, ему не нужно его точить. Иногда ржавый меч может нанести больше урона монстрам. Это имело смысл, поэтому Хироси выбежал на улицу, чтобы сразиться. Но Риона остановила его, потому что у него еще не было сил для этого. Гоблины были слишком сильны, и если бы он сейчас вышел, то вероятность его смерти составила бы 120%. Если вы умрете в этой игре, вас ждут очень страшные последствия. Хироси подумал, что он действительно умрет в реальной жизни, но Риона сказала, что его навсегда забанят в игре, а его консоль будет уничтожена. Даже ей теперь пришлось признать, что эта игра действительно отстой. Риона рассказала, что на самом деле кто-то уже умер в игре, и его консоль была заблокирована. Против игровой компании было подано множество исков, но компания использовала свою власть и деньги, чтобы замять дело. Затем вспыхнул протест, который распространился на розничные магазины игр. Вскоре после выхода эта мусорная игра была забыта. Именно поэтому она не хотела говорить ему, когда он пытался продать игру, а вместо этого обманом заставила его выкупить ее обратно. Короче говоря, Риона сказала, что он еще недостаточно силен, чтобы победить их, и предложила выйти из игры и посоветоваться с Камуи. Однако прежде чем выйти из игры, Хироси умолял Риону позволить ему хотя бы раз увидеть гобленов. Она согласилась, но сказала ему молчать. Хироси приоткрыл дверь, чтобы выглянуть, и был потрясен их внешним видом и невероятной скоростью. Полюбовавшись ими, он уже собирался выйти из игры, когда вдруг услышал крик ребенка. Гоблин напал на маленькую девочку. Не раздумывая, он бросился спасать ее, но Риона остановила его, сказав, что консоль стоит 120 йен, и она может сделать скидку только до 126 йен для него. Хироси был ошарашен, она, должно быть, сошла с ума, ведь первоначальная цена была всего 90 йен, а она сильно завысила цену.
Тем не менее, Риона посоветовала Хироси сдаться, потому что девочка была всего лишь НПК, а не настоящим человеком. Но, думая о Мартине, он не мог бросить ее, ведь жизнь — это все равно жизнь, и он не хотел видеть, как кто-то умирает, по крайней мере, не на его глазах. Пока они спорили, снаружи появились 3 солдат, чтобы защитить девочку. 3 против 1, этого должно было хватить, но этот гоблин был слишком силен. В мгновение ока он откусил руку одному из солдат. 2 других атаковали вместе, но монстр был настолько быстр, что обошел одного из них, разрубил второго на куски, а затем оторвал обе руки третьему, прежде чем прикончить его. Хироси был в ужасе от увиденного. Риона объяснила, что именно поэтому всем новичкам советуют как можно скорее покинуть город, чтобы не столкнуться с гоблинами. Хироси спросил, неужели никто не может с ними сразиться. Риона сказала, что есть 2, Камуи и еще один человек по имени Ада, который в реальной жизни был чемпионом по боксу в Восточной и Тихоокеанской зонах. В интервью, когда его спросили, кто его самый сильный соперник, он ответил: «Гоблин». Даже зная, что шансов на победу нет, Хироси все равно решил спасти девочку. Риона, устав от его упрямства, пообещала сделать ему скидку на новую консоль, но все же сказала ему переодеться, потому что кузнец оставил там одни штаны. Хоть они и были немного грязными, это было лучше, чем спасать кого-то в штанах, от которых воняет мочой. Когда Хироси был готов, он занял позицию, а Риона отвлекла гоблина, чтобы он мог спасти девочку. Как только гоблин отвернулся, Хироси бросился к девочке. Но он не ожидал, что на самом деле там было 2 монстра. Но он не отступил. Он сказал девочке бежать в другую сторону, а сам остался, чтобы блокировать 2 монстров, но они все равно решили преследовать ее. Хироси тут же бросился за ними и в момент жизни и смерти активировал свой навык ускорения и мгновенно спас девочку. Но даже после того, как он один раз сбежал, он не мог просто бежать, ему нужно было найти способ победить 2 гоблинов. В этот момент появился Тесла в золотых доспехах. Одним ударом меча он превратил 2 монстров в седовласых экзорцистов. Прибыли и солдаты, и Хироси передал девочку им для сопровождения. Это был первый раз, когда Хироси почувствовал себя героем. Его титул обновился. Теперь он был величайшим убийцей лучшего друга, писающим в постель, грабителем стариков и самым большим лоликоном титул, который не мог быть более нелепым. В этот момент к нему подошел Тесла. Увидев его храбрость, командир предложил ему стать наемником для защиты города. Хироси сразу же согласился. В конце концов, сражаться вместе с Теслой означало, что командир защитит его, если что-то случится. Когда он согласился, Тесла предложил отвезти его на королевскую тренировочную площадку для практики. Когда все закончилось, Хироси сохранил игру и вышел из нее. Хироси был рад, что добился прогресса в игре. В школе Хироси рассказал Мори о событиях в игре, и тот был рад, что ему это понравилось. Мори заметил, что Хироси немного изменился. В тот вечер, перед тем, как войти в игру, Хироси посмотрел руководство Камуи. Камуи объяснил, как покинуть стартовый город 3 способами. Во-первых, выполняйте побочные и основные задания, чтобы повысить репутацию игрока в городе. Как только она станет достаточно высокой, Хироси сможет запросить разрешение на выезд. Во-вторых, сбегите через задние ворота, но вы столкнетесь с гоблинами, которые собираются напасть на город, и вам понадобится сила, чтобы сразиться с ними. Третий способ был самым худшим до того, как произошло нападение гоблинов. Вы можете собрать отряд для контратаки и побега, или спрятаться где-нибудь на 4 дня, пока гоблины не закончат атаку, а затем ускользнуть. В качестве альтернативы вы можете присоединиться к Королевской гвардии Теслы, но Камуи предупредил, что только дурак решит сражаться вместе с этим командиром, это будет очень тяжело. Смертность достигает 300%. Однако Камуи также дал совет тем, кто решил вступить в армию. Он сказал, что если у игрока уже есть титул «Величайший убийца друзей», то шанс еще есть. Но прежде чем начать руководство, он заставил Хироси сначала пообещать. Затем он поздравил Хироси с тем, что он избавился от призрака и проклятия маленького друга. Следующие инструкции дадут ему всего полбалла. Процента шанса на выживание. Сначала ему нужно будет пройти первые 5 тренировок. Затем он должен пережить второе нападение гоблинов. Хотя это очень сложно. Если он справится, то узнает много интересных секретов. Кому и больше ничего не сказал. Все будет зависеть от способностей Хироси. Решив не покупать еще одну консоль, Хироси заявил, что победит. Затем он помирился со своей сестрой, сказав Ките, что закончит игру и что в ближайшие дни он может быть шумным, поэтому он надеется, что она поймет. На этот раз он не убежит, как на легкой атлетике. Затем Хироси вошел в игру. После того, как Хироси принял предложение Теслы, его отвели в замок королевы. Как и сказал Камуи, выжить 5 дней будет несложно. Сначала Тесла отвел Хироси к королеве. Она представилась как правительница города Тет.
Пока Хироси приветствовал ее, она внезапно обняла его, назвав своих стражников важными людьми. Хироси был так счастлив, что громко застонал. Затем Тесла отвел Хироси на тренировочную площадку, где его представили двум другим новичкам, Наней и Балу. Тесла объяснил, что их задача — отразить нападение гоблинов на замок королевы. После объяснений командир ушел, оставив человека по имени Боб, чтобы отвезти Хироси в его комнату. Хироси выделили отдельную комнату. Риона, которая до этого молчала, посоветовала ему не перебивать Боба, так как он может дать полезную информацию. Переодевшись, Боб отвел Хироси на тренировку. Как новобранцу, Боб должен был научить его основам боя. Боб подбадривал его, говоря, что ничего сложного не будет. Внезапно коснувшись тела Хироси, Боб заметил, что он довольно худой, больше подходит для работы в разведке. Хироси это отрицал. На тренировочной площадке оказалось, что инструктором был тот самый солдат, который арестовал Хироси ранее. Поскольку этот человек с самого начала его не взлюбил, он назначил ему более суровую тренировку, чем Надей и Балу. После того, как солдат ушел, пришла девушка Кэти, та самая, которая раньше благополучно вернула девочку домой. Она слышала от девочки о храбрости Хироси и была рада с ним познакомиться. Пока они болтали, солдат напомнил Хироси, что пора возвращаться к тренировке. Затем Хироси провел спарринг с солдатом. Конечно, с нулевым боевым опытом он быстро проиграл, потерпев самое унизительное поражение. Солдат высокомерно назвал его слабым, как улитка. Однако вмешалась Ната и побила солдата, восстановив честь группы новичков. Теперь, когда Хироси считали слабым, на него больше никто не обращал внимания. Даже Кэти и Боб, и это было результатом того, что старшеклассник, мечтающий стать наемником, оказался в полной изоляции из-за своей слабости. Так прошел утомительный день, и Хироси, растянувшись на кровати, сказал себе, что ему осталось продержаться всего 4 дня, и заснул. На второй день система сна в игре работала так же, как в реальной жизни, и он чувствовал себя измотанным. Риона сообщила ему, что он проспал, и в панике он быстро переоделся и выбежал на улицу, чтобы присоединиться к остальным. Но никто больше не обращал на него внимания. Теперь все были сосредоточены на тренировке Нады. Затем солдат по имени Амаз сказал ему начать с тренировки взмахов мечом, и во время тренировки к нему подошли Нада и Балу. Они оба слышали о его репутации убийцы, и, конечно, сколько бы он ни отрицал, они не верили, что он никого не убивал. Нада даже предупредила его, чтобы он знал свое место и не создавал проблем другим. В этот напряженный момент Кэти вмешалась, чтобы прервать разговор, и Нада с Балу отпустили Хироси. Затем он начал тренироваться с Кэти, и благодаря ей он многому научился. Но прежде чем он успел многому научиться, на третий день его поставили против Нады, и, конечно, одного удара было достаточно, чтобы победить Хироси. Нада и Балу насмехались над ним за то, что он не мог даже поднять голову, и в реальной жизни, и в игре Хироси чувствовал себя еще более бесполезным, чем когда-либо. Потом, сидя в одиночестве в углу, Риона пыталась его утешить. Хироси знал, что будет тяжело, но не ожидал, что будет так тяжело. Риона сказала ему потерпеть еще немного, а затем отвела его в комнату для консультаций, которую только что нашла, сказав, что, возможно, разговор поможет. Доверившись ей, он вошел и рассказал о том, что его изолировали из-за слабости и даже вымогали деньги. Консультант выслушал его, а затем прямо сказал, что проблема в нем самом, что у него нет способностей, но он все равно решил пойти в армию, так что ему некого винить, кроме себя. Услышав это, Хироси разозлился еще больше, он пришел снять стресс, но консультант только расстроил его еще больше. Риона заметила, что в реальной жизни консультации тоже не всегда помогают, и это еще больше разозлило Хироси. Зачем она привела его сюда, если знала об этом? В этот момент подошла Кэти и сказала, что знает, что он сдерживает разочарование, и ему нужно его выплеснуть. Она предложила ему помолиться, может, это как-то поможет. Последовав ее совету, они с Рионой пошли в церковь исповедоваться. Выслушав его историю, монахиня сказала, что он проклят и начнет ритуал очищения. Он думал, что это будет что-то торжественное, но монахиня просто вылила на него ведро холодной воды и объявила, что все готово. Это было абсурдно, но он ничего не мог с этим поделать. И, как и ожидалось, это не помогло, потому что на 4-й день его снова сильно избили. После того, как Амос закончил с ним, Нада и Балу пришли вытрясти из него деньги, а когда он сказал, что у него их нет, они повалили его на землю и избили. Кэти привела Амоса, чтобы остановить их, но он вел себя так, будто ничего не произошло. К этому моменту положение Хироси было настолько плачевным, что даже Риона могла шутить, из-за чего ее персонаж казался ужасно бесчувственным. Хироси сорвался и начал спорить с ней, и тут Кэти увидела, что он разговаривает сам с собой. Нада и Балу предупредили ее,
что если она продолжит общаться с Хироси, они будут обращаться с ней так же, как с ним. Не желая быть избитой и униженной, Кэти сказала им, что не знает его. Хироси действительно не повезло, над ним издевались и в игре, и в реальной жизни. К счастью, в реальной жизни его друзья еще не предали его. Но это, вероятно, скоро произойдет, если он будет таким слабым. Пока Нада и Балу смеялись над ним, Риона даже смеялась вместе с ними, и Хироси не понимал, на чьей она стороне. Но, возможно, из жалости она пообещала помочь ему. На 5-й день, последний день тренировок, рано утром Нада обнаружил, что кто-то украл его ботинки и выбросил их в канализацию. Он очень дорожил этими ботинками, потому что их шила его мать. Но это было только начало. Потом пропал его меч, и позже он нашел его в унитазе. Естественно, Хироси был первым, кого он заподозрил. Ведь никто, кроме него, не получал от Нады пощечин. Боб вмешался и остановил его, сказав, что доказательств нет, и остальные тоже заговорили, потому что никто не видел, чтобы Хироси подходил к шкафчику Нады. В этот момент раздался крик, и вся команда побежала в раздевалку, где они нашли повара. Она сказала, что у нее украли нижнее белье, и оно было в сумке Нады. Теперь в глазах всех он был таким же извращенцем. Его все критиковали и презирали. И даже Балу присоединился к толпе, чтобы прогнать его. Теперь хулиган испытал на себе, каково это — быть жертвой издевательств. Позже они узнали, что Наду уволили из армии. Неожиданно появился Тесла и принес письмо, в котором обвинял Амоса в краже ботинок, порче меча и подставе Нады. В письме было ясно сказано, что причина в том, что Амос был унижен, когда Нада победил его, и письмо было подписано Балу, из-за чего они поссорились. Затем Тесла спросил всю команду, и Кэти первой встала и подтвердила, что это правда, а за ней и все остальные. Амоса уволили, и Тесла сказал, что скоро назначит им нового командира. Кэти и остальные тоже извинились перед Хироси, и, конечно же, за всем этим стояла никто иная, как Риона. Хотя он был ей благодарен, заставлять старика плакать было слишком. А завтра гоблины нападут. Но Хироси все еще не был морально готов. Риона спросила, собирается ли он сдаться. Конечно, нет. Он зашел так далеко, и даже если он умрет, то хотя бы умрет, отдав все силы. Увидев его решимость, Риона почувствовала облегчение, а потом, наконец, рассказала, почему заставила его играть в эту игру. Она хотела, чтобы он уничтожил игру. История была в том, что 10 лет назад, когда она еще была игроком, она встретила Камуи. Тогда, будучи старшеклассницей, она действительно любила мужчин постарше, таких как он. Когда она узнала, что он собирается уехать из Теда, она набралась смелости и призналась ему в своих чувствах. Но он отверг ее по причине, которая разозлила бы любого мужчину из-за ее большой груди. Она развилась ненормально, и он испугался, поэтому отказал ей. С тех пор Риона затаила обиду, потому что чувствовала себя оскорбленной, и решила найти кого-нибудь, кто сможет пройти игру и уничтожить Камуи, чтобы отомстить. Она также планировала выйти замуж за победителя, чтобы они могли изображать любовь перед Камуи и заставить его пожалеть о том, что он отверг ее 10 лет назад. Это была самая нелепая причина. Поздно ночью Хироси не мог уснуть и вышел на улицу подышать свежим воздухом. Он не ожидал, что Риона так тщательно все подготовила только для этого. Он чувствовал, что все его усилия были напрасны из-за нее. В этот момент пришел Тесла. Он тоже не мог уснуть, потому что не знал, когда нападут гоблины. Они поговорили, и командир узнал, что Хироси хочет уехать из города. Тесла сказал, что тоже хотел бы уехать, если бы не был капитаном стражи. Он хотел увидеть огромный мир и сказал, что если они выживут в битве, то он поедет с Хироси. Чтобы убедиться, что битва пройдет гладко, Хироси вышел из игры и проверил руководство Камуи. Как только он открыл глаза, то испугался, увидев, что на него смотрит его младшая сестра Кита. Он спросил, что она делает в его комнате, и она сказала, что пришла проверить его, когда он не ответил на ее зов завтракать за дверью. Увидев, что с братом все в порядке, Кита ушла. Затем Хироси начал читать руководство Камуи о гоблинах. Верный своей детской натуре, Камуи начал с оскорблений в адрес Хироси, назвав его некомпетентным и никчемным. Затем он заставил Хироси кое-что пообещать, прежде чем дать инструкции. Камуи раскрыл хитрость, которая сильно удивила Хироси, когда он ее прочитал. И это было все, чему Камуи смог его научить. Сайт Камуи рухнул. Вспомнив об этой хитрости, Хироси немного задумался, а затем, когда он вернулся в игру, на 6-й день началось нападение гоблинов. Риона была очень взволнована этим событием и суетилась вокруг Хироси как мать, которая провожает ребенка в школу и спрашивает, поел ли он и сходил ли в туалет. Затем Тесла выступил с речью,
и представил новых командиров этой компании. И это были не кто иные, как Риса и Алисия. У обеих была устрашающая репутация в мире наемников. Риса – мазохистка, а Алисия – адский фруктовый нож. Хироси был в ужасе. Теперь Хироси беспокоился не только о гоблинах, особенно из-за холодного, пристального взгляда своей бывшей подруги детства. Отбросив личные обиды, Тесла начал читать речь, чтобы поднять боевой дух солдат. Но поскольку монстров все еще не было видно, он приказал войскам рассредоточиться по городу для патрулирования. Хироси был назначен в восточную деревню, его родную деревню, и Тесла любезно отправил Рису и Алисию сопровождать его, чтобы они могли вспомнить прошлое. Хироси умолял командира передумать, но Тесла настоял на том, чтобы он разрешил их конфликт, чтобы они могли вместе победить гоблинов. Не имея другого выбора, Хироси неохотно пошел с двумя женщинами, решив держаться от них подальше, чтобы избежать ее мучений. Они втроем патрулировали тихие городские улицы, где большинство людей уже забаррикадировались дома. Затем впереди произошло ограбление. Вор схватил сумку и побежал к ним, оттолкнув Хироси в сторону, прежде чем тот успел среагировать. Но когда он пробегал мимо Алисии, она схватила сумку и тут же отрубила ему руку. Хироси даже не потрудился убрать руку, прежде чем вернуть сумку жертве, из-за чего бедная девушка упала в обморок от страха. Риса допросила вора, который признался, что его подстрекали, сказав, что пока солдаты сражаются с гоблинами, город беззащитен и готов к разграблению. Он также рассказал, что в тот момент по всему городу происходило много ограблений. Когда Хироси потребовал сказать, где находится зачинщик, вор указал на казино. Они направились туда и обнаружили, что в заложниках держат много мирных жителей. Оглядевшись, они заметили мужчину, который, похоже, был главарем. Риса и Алисия разберутся с бандитами, а Хироси спасет заложников, потому что женщины все еще считали его слабым. План был приведен в действие. Алисия и Риса расправились с бандитами по одному, а Хироси освободил пленников. К его удивлению, среди них оказался Дзензи, который объяснил, что бандиты планировали похищать людей и продавать их в Камбоджу. Но когда Алисия победила лысого мужчину, она поняла, что он слишком слаб, чтобы быть главарем, потому что настоящим вдохновителем был Дзензи. Он схватил Хироси за горло, используя его как заложника, и потребовал, чтобы все оставили свои ценности и убирались, иначе он свернет Хироси шею. Но Хироси больше не был трусом, который только убегал. Он ударил Дзензи локтем в живот, чтобы вырваться. Риса хотела прикончить его, но Хироси настоял на том, чтобы сразиться с ним сам. После их последней встречи Дзензи подготовился, купив кастет. Когда они уже собирались подраться, Алисия остановила их одним ударом, сказав Хироси, чтобы он перестал позориться. Все бандиты были схвачены, но оказалось, что это был план Дзензи. Он хотел, чтобы его арестовали, чтобы он мог оставаться в тюрьме, получать бесплатную еду и вообще не встречаться с гоблинами. Хироси считал его жалким. Прежде чем его увели, Хироси посоветовал ему измениться, и то, что его отчитывал кто-то моложе, заставило его задуматься. Затем появился Тесла и похвалил Хироси за поимку преступников. Хироси переложил всю заслугу на двух женщин. Но прежде чем они успели поговорить, раздался сигнал тревоги. Гоблины напали на западные ворота. Все бросились туда, но у Хироси внезапно заболел живот. Притворившись, что ему нужно в туалет, он побежал туда и изо всех сил напрягся. Как только он закончил, он натянул штаны и собрался присоединиться к битве, но обнаружил, что все это время за ним наблюдал гоблин. Хироси позвал Риону на помощь, но она не услышала и решила, что у него просто геморрой. Внезапно Риса, которая следила за ним с того момента, как он побежал в туалет, отрубила гоблину голову. Она попросила его меч, чтобы осмотреть его, а затем ударила его в ногу, заставив кричать, что, казалось, только еще больше ее возбудило. Воспользовавшись отсутствием Алисии, Риса предложила ему стать ее любовником, пообещав, что он почувствует себя хорошо в прямом смысле этого слова. Но стена, которую возвела Риса, была для Хироси непреодолимой. В этот момент вошла Алисия и прервала их. Они начали спорить, и Хироси ускользнул, чтобы встретиться с Рионой, но у него снова заболел живот от стресса. Это было похоже на тот случай, когда он описался во время тренировки по бегу. Решив не сдаваться, Хироси успокоился, и когда боль утихла, Риона сказала ему идти к северным воротам, где уже были Риса и Алисия. Он прибежал туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как команда Теслы готовится к битве с ордой гоблинов, многочисленных, свирепых и с высокоуровневыми типами среди них. Битва была ожесточенной. Тесла уничтожал группы врагов с помощью дальнобойных навыков, Риса рубила их, наслаждаясь боем. Алисия наносила удары из тени, а безымянные статисты умирали для пущего эффекта.
Когда они покончили с Ордой, Кэти и Боб прибежали и сообщили, что гоблины у западных ворот прорвались в город и атакуют особняк королевы. Почувствовав там сильного врага, Тесла приказал всем защищать особняк, а сам отправился туда один. Хироси последовал за ним, чтобы помочь или стать обузой. По прибытии они увидели огромного одноглазого красного орка, убивающего солдат. Тесла рассказал, что это он выбил ему глаз, и это был реванш. Он отправил остальных за железной клеткой, а сам сразился с орком. Когда их оружие столкнулось, раздался оглушительный звук. Наблюдая за этим со стороны, Хироси был поражен, но знал, что одноглазый орк очень силен. Он хотел помочь, но дрожал от страха, пока не пришли две девушки и не сказали ему, чтобы он не вмешивался. Риса бросилась вперед, но ее тут же отбросило к стене, и она потеряла сознание. Алисия поняла, что враг быстро и силен, и вступила с ним в скоростную дуэль. Бой закончился, когда солдаты принесли клетку с детьми-гоблинами в качестве заложников. Их крики отвлекли одноглазого орка, и Тесла нанес смертельный удар. Но Хироси почувствовал, что что-то не так, это было слишком просто, не так, как описывал Камуи. Снова взглянув на детей-гоблинов, он понял, что их схватили задолго до сегодняшнего дня. Он подошел к Тесле, но тот ничего не сказал. Затем он убил одноглазого орка и посмотрел на Хироси. «Ты слишком много знаешь». Появилась королева и рассказала правду. Она захватила детей-гоблинов, чтобы спровоцировать повторные нападения гоблинов, а затем стала спасительницей. Объединив людей и превратив город в независимую территорию, свободную от власти других стран, и не позволяя жителям покидать город. Тесла и королева использовали гоблинов как средство контроля. Праведный командир, которым восхищался Хироси, на самом деле был лицемером, который, разозлив всех, убивал солдат, чтобы заставить их замолчать. Естественно, следующей целью Теслы стал Хироси, и предупреждение Камуи о стопроцентной смертности теперь обрело смысл. С самого начала вам придется сражаться с высокоуровневым боссом. Тесла немедленно применил свою самую мощную атаку, чтобы убить Хироси одним ударом. В ужасе Хироси молился о безболезненной смерти, но Алисия заблокировала удар. Хироси спросил, почему, и Алисия сказала, что Мартин явился ей во сне и попросил простить его. Она приняла его и тайно защищала, сказав, что рада, что он признался ей. Она надеется, что он будет жить ради нее и ее брата. Затем она умерла у него на руках. Хироси спросил Риону, можно ли воскресить НПК, но, к сожалению, это невозможно. Хироси всегда считался слабым в игре и в реальной жизни, но до сих пор терпел это. На этот раз он не выдержал. Он дал отпор. Когда Тесла бросился на него, Хироси отразил все удары, успешно используя приемы, которым его научил Камуи. Когда Камуи давал инструкции, он сказал, что характеристики игрока в этой игре значительно повышаются, когда его эмоции колеблются, но только положительные. Пока у вас есть непоколебимая вера, страсть и мужество, вы можете преодолеть трудности и изменить свою судьбу. И, наконец, Камуи сказал, что это не просто игровой трюк, это реальность. Хироси поднялся и начал безжалостно атаковать Теслу. Его удары обрушивались на него, как буря, заставляя Теслу защищаться. Затем в одно мгновение Хироси обезоружил его и нанес завершающий удар, но его меч новичка не смог пробить первоклассную броню Теслы. Что же, раз игра была такой реалистичной, Хироси смирился со своей участью. Тесла достал еще один меч, чтобы убить его. В этот момент Хироси снова встретил Мартина и понял, что, возможно, уже мертв. Хироси заплакал и извинился перед Мартином за то, что не защитил Алисию. Мартин улыбнулся, чтобы успокоить его, а затем напомнил ему об обещании, которое они дали, когда Хироси пригласил его отправиться в приключения вместе. Затем Мартин сказал ему, что сейчас самое время сражаться. Вернувшись в игру, сломанный меч Хироси внезапно окутала аура, которая разбила клинок Теслы. Это был демонический меч. На этот раз они оба заняли позицию для решающего удара. Тесла собрал все свои силы и бросился на него со скоростью света, а Хироси спокойно приготовился к встрече. Внезапно вмешалась королева. Она оттолкнула Хироси в сторону и ударила Теслу прямо в живот, закончив игру. Хироси проснулся и увидел, что его игровая консоль горит. На следующий день, подавленный такой нелепой смертью, он поговорил с Рионой. Хозяйка игрового магазина утешила его, признавшись, что даже она не ожидала такой ситуации. Затем она спросила, хочет ли он снова поиграть, сказав, что у нее есть запасная консоль, которую она может ему одолжить. Хироси сказал, что подумает об этом. Затем он подошел к компьютеру, чтобы закрыть руководство Камуи, и увидел новую запись под названием «Вы были убиты и потеряли свою консоль». Как сказал Камуи, эта игра была реальностью, ему просто нужно было поверить в себя. Он мог продолжить игру с того момента, когда его убили, ему нужно было только найти новую консоль, вставить поврежденный диск с игрой и ввести код, который дал ему Камуи, 10 раз.
Если ему повезет, он вернется на час назад, до того, как его убили. В надежде спасти Алисию Хироси, решил вернуться в игру, но не сейчас. Ему нужно было тщательно подготовиться. День за днем он тренировался. Его семья стала относиться к нему более благосклонно. Его учитель, хотя и не знал, что Хироси планирует делать в будущем, принял это, потому что почувствовал, что что-то в Хироси изменилось, и подумал, что он каким-то образом нашел свое призвание. Что касается двух уличных хулиганов, которые часто просили у него денег, он отпугнул их, чтобы они больше не беспокоили его. А через месяц Хироси вернулся в игру. На этот раз он был полон решимости спасти всех. На этом аниме заканчивается.